Путешествовать полезно. Это заставляет работать воображение. Все остальное — разочарование и усталость. Наше путешествие целиком выдумано. В этом его сила. Улицы эти одни и те же. И в Гамбурге, и в Коломне, и в Гаване. Они похожи друг на друга. Как схожи между собой роскошные проспекты больших городов. Я люблю эти улицы в чужих городах. Этот грязный рынок всех страстей. Мне были по душе полумрак и неожиданное одиночество. Я замедлил шаги, осматривая одну улицу за другой. Я стоял и глубоко вдыхал эту тишину, казавшуюся мне поразительной, ибо за ней мне чудилось что-то тайное, нечистое и опасное. Явственно ощущал я, что эта тишина — обман, что-то робко и все же предательски явно притаилось за лицемерно опущенными ставнями. Все скрыто от взоров, и эта кажущаяся замкнутость волнует двойным соблазном тайны и доступности. Такой была и эта улица, у которой я вдруг очутился в плену. Улица была безмолвной. Несколько окон тускло поблескивали в неярком свете луны. Но я стоял, не двигаясь и прислушиваясь к пустоте. Я уже не чувствовал ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени. Я сознавал только, что я здесь чужой, что я растворился в неведомом, что нет у меня ни цели, ни дела, ни связи с этой темной жизнью. И все же я ощущаю ее с такой же полнотой, как кровь в своих жилах. Я замедлил шаги, осматривая одну улицу за другой, и ни одна из них не была похожа на свою соседку. Одни были миролюбивы, другие разгульны. Эти узенькие переулки, они нагло и назойливо говорят о том, что за сотнями личин скрывают светлые дома с зеркальными окнами и добропорядочными обитателями. Лифт моего пансиона был просто одержим дьяволом. Никогда не видел более злобного механизма. Случались дни, когда он пребывал в хорошем настроении, но чаще в плохом. Когда он злился, он плевался мелкими голубыми искрами и останавливался не на том этаже. Почти каждую неделю приходилось вызволять застрявших между этажами. По этим причинам я стал подниматься по узенькой витой лестнице, нескончаемые ступеньки которой вызвали ощущение, будто внутри выброшены на берег огромной морской раковины. И я всхожу на высокую башню. 95 ступеней возводят к пространному фонарю. 6 шагов поперечника и 6 шагов высоты образуют его пространство. Частые стекла окружают фонарь сей и пропускают спасительный свет лампад, увеличенные вогнутыми параболическими зеркалами. На самом верху сторожевой башни я устроил себе кабинет и поставил там подзорную трубу с набором астрономических инструментов. Днем я направлял ее на море и смотрел на корабли, часто появлявшиеся на дальнем горизонте, подобно белокрылым птицам. Звездные ночи я посвящал астрономическим, или точнее астрологическим занятиям. Выхожу на окружающий помост, на коем сторож во время ночи бдит орлиным оком для подания помощи несчастному пловцу, ежели судьба или неосторожность
приведут его к подводным камням. Открывавшийся с этой высоты вид был до того безграничен, что, несмотря на всю мою силу воли и опытность, я почувствовал подступающее головокружение. Я часто бывал на горных вершинах, гораздо более высоких, чем эта башня, но там, по крайней мере, всегда ощущаешь под собой твердую почву и видишь, что стоишь перпендикулярно земле. Кажется, башня колеблется в основании, море расстилается серой пеленою. 4 корабля на белых парусах летят в отдаленные страны, оживляясь надеждой корысти. Как малы кажутся они. Каждая волна готова поглотить их. Как мал островок, на коем поставлена башня. Волны бьются, плещут, сбегают по отлогости до самой башни и с ревом скатываются назад. После некоторой перестановки мебели и размещения в комнате книг и карт, мое жилище постепенно утратило свой тюремный вид. Оно даже начало мне нравиться. Я скучал по тому моменту, когда вернусь туда вечером, закрою за собой дверь и смогу обдумать то, что увидела за день. Моя комната в гостинице была на 2-м этаже. Окно выходило в большой продолговатый двор. Я повернул голову к окну и задумался. В глубине двора виднелась тяжелая деревянная дверь. За дверью начиналась длинная крутая лестница. Там находился сводчатый подвал. Свет попадал в него из узкой зарешоченной щели, одной из тех, которые я видел, осматривая дом снаружи. Ближе к середине галереи я обнаружил прежде незамеченный глубокий скошенный проем, проделанный в стене. Врата темницы. Возможно, предки моего хозяина держали в этом леденящем кровь узилище своих заклятых недругов. Изнеможенный и взволнованный, я вышел к деревянной лестнице, по которой поднимался и спускался каждый день. Через несколько дней я уже не променял бы свой балкон и на тот, с которого открывался бы самый лучший вид. Небольшой кусочек уличной жизни был постоянным развлечением. Я выходил из пансиона рано утром и возвращался поздно вечером. Но так и не узнал, что здесь происходило между 8 и 9 часами и наступлением сумерек.